Будьте внимательны! Скоро солнце будет садиться на западе, а вставать на востоке, и все люди, пившие воду, умрут. Ну как, похоже? Я знаю, что не очень, но как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о Вангелии Гуштеровой, ака Ванге. И если вы досмотрите до середины, то вы найдете там урок эзотерического пикапа от Ванги. В умах большинства русскоязычных граждан она предстает эдакой провидицей, ясно и с невероятной точностью предсказавшей множество событий, видевшей судьбу людей и оказывающая им посильную помощь. Образ для среднестатистического телезрителя или читателя книг по эзотерике и народной медицине прямо-таки волшебный, в него хочется верить. Тут тебе и подтверждение реальности загробной жизни, и экстрасенсорного восприятия, и даже патриотический настрой для воздвижения духовных скреп. Масс-медиа вполне успешно удовлетворяет спрос на чудеса. Бренд Ванги активно продвигается различными СМИ. И уже здесь возникают некоторые вопросы. Например, бесчисленные даты концов света и катаклизмов, которые мы успешно пережили. 2011 год будет особенным. Люди изменятся, и весь мир изменится. На севере прольется химический дождь, от которого умрет все живое. Весной начнется война на востоке, и будет Третья мировая. Грядет апокалипсис. Химическое оружие. Пустая Европа. Вероятно, вы смотрите это видео не из южного полушария. На дворе 2015 и Третьей мировой по каким-то причинам не произошло. Наверняка Ванга отвела беду. А ранее в интернете гуляли ее пророчества на 2006, где говорилось об изобретении нового страшного оружия мусульманами. Ну, разве что оскорбление на карикатуры своих священных коров можно назвать оружием. Что-то с этими предсказаниями не так. А теперь берем их, вбиваем в Google, и о чудо! Эти предсказания совпадают с предсказаниями Нострадамуса. Он предсказывал то же самое. Это все А погодите, не фейк ли это часом? Да, эта байка была выдумана Рунетом еще в 2001-м. Все упоминания о ней сводятся именно к этой дате. То же самое касается Курска, подлодки, затонувшей в Баренцевом море. Якобы Ванга говорила о том, что Курск погрузится под воду, и ее не поняли в свое время. В действительности, люди, лично знавшие Вангу, утверждают, что никаких предсказаний о крушении подводной лодки Курск та не делала, как и большинство сообщений о ее якобы пророчествах, тиражируемых СМИ. Ссылки в описании под видео на YouTube. Все эти сообщения о предсказаниях появлялись уже после того, как событие произошло, и тем более после смерти Ванги, разве что та вещает даже из загробного мира. Так что не существует никаких документальных подтверждений о предсказании теракта 11 сентября до этой даты, равно как и Курска. Кроме того, Ванга не делала точных предсказаний, дат смерти или каких-либо событий, что не сильно беспокоит охотников за сенсациями. Ну ладно, не позволим этим фальшивкам очернить репутацию старушки, даже если их принимают за чистую монету СМИ. Давайте взглянем на реальные пророчества. Придет время чудес, и наука совершит крупное открытие в области нематериального. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Ученые раскроют много нового о будущем нашей планеты и о Вселенной, а данные об этом почерпнут в древних священных книгах. والآية اللي قرأتها قبل لحظة أنه جنة عرضها السماوات والأرض فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. До этого мир переживет много катаклизмов, изменится сознание людей, и они поделятся по признаку веры. Капитан Очевидность нервно курит в сторонке. Когда железо разит железо, произойдут великие события. Целебными свойствами обладает вода, и там, где одновременно сливаются 3 водных потока. И все в таком духе. Да, абсолютно никакой конкретики, расплывчатые образы и туманные фразы, которые можно толковать на собственный лад.
У тех, что совсем туманные, находятся даже свои толкователи. Курица. Я ему даю, а он меня цап и клюнул до крови. Курица, я ему даю, он меня цап до крови. Для вас это достаточно фраза символична. Что она может обозначать? Естественно, символично. Во-первых, в славянской традиции курица – это всегда властная, сильная женщина, но в то же время некоторым образом приписанная или привязанная к своему домашнему очагу. Причем это личность такого масштаба, скажем, как Раиса Горбачева. Это личность такого масштаба, как Жаклин Кеннеди, может быть. То есть здесь идет речь о супруге, скорее всего, какого-то могущественного политика. И, видимо, где-то в чем-то близкой Ванге, потому что кровь. А кровь зачастую обозначает не то, чтобы даже кровное родство, а, возможно, какую-то очень тесную дружбу, очень близкие взаимоотношения. Это может быть кто-то из близких высокопоставленных людей, то есть супруга какого-нибудь высокопоставленного человека. И второй смысл – это то, что сейчас происходит. Она могла это видеть все сразу и сказать просто одной фразой: «Зачем больше?». С такими потрясающими толкованиями можно разъяснять случайные обрывки фраз людей, страдающих шизофренией. В библиотеке маленький лист сжигает. Огонь будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастронома на улице Герцена. И замещаться по формуле экономического единства. Итак, прошу заметить, запись 1962 года, и по мнению авторитетных толкователей, в ней есть все недавние события и даже будущее. Лист символизирует доллар, агония его рост, который произошел гораздо легче, чем об этом говорили официальные представители Нацбанка. Они здесь образно представлены крепким учебником. Гастрономы на улице Герцена – это церкви, поскольку всем известна история Елизаветы Герцена-Гаревой, в свои 17 покончившей жизнью из любви к 44-летнему французу. Так вот, если из второй части фамилии Агаревой убрать по две крайние буквы и прочитать задом наперед, то получится слово «вера». Раз это так, то замещение по формуле экономического единства говорит нам о направлении курса страны на клерикализацию и открытие первого православного банка. Ваши слова очень похожи на правду. Давайте посмотрим на экран. Зачем ты приехал? Приехал, потому что на моей дочке порча. Не может выйти замуж. Сколько ей лет? 32 года. Она выйдет замуж, она еще молодая. Она особенная. Никакой порчи на ней нет. Не наговаривай. Я бы сказал этому мужчине то же самое всего за $1. Никакой порчи на ней нет. Конечно нет, потому что порчи не существует. Непонятно только, зачем ясновидящий и всезнающий спрашивать о возрасте его дочери. По заявлениям приверженцев Ванга, это человек с экстраординарными способностями, а такие заявления требуют экстраординарных доказательств. Возникает вопрос, ее вообще тестировали? Да, некоторые тесты были, самые убедительные из которых провел болгарский философ Добриянов. В его описаниях методология полностью не раскрывается, однако то, что имеется, уже вызывает насмешку. Так, вероятность некого телепатического угадывания у Ванги равнялась 71%. При этом учитывались верные, неверные и, внимание, альтернативные догадки. Альтернативные – это весьма интересно. Из разряда «ну ты или умрешь, или не умрешь», Естественно, данный опыт никем не проверялся, тем более не повторялся, а сам профессор был ярым приверженцем Ванги, считая ее феноменом. Следовательно, объективного, научного и независимого исследования никто не проводил. Хотя это же элементарно, можно было бы предсказывать банальное подбрасывание монетки, и в случае, если процент угадываний превышал ожидаемый с теорией вероятностей, было бы уже хоть что-то. Но в реальности ее исследовали лишь люди, убежденные и заинтересованные в продвижении ее способностей. Полагаю, что на реальную проверку она и не согласилась бы, учитывая, что впервые включить всего лишь магнитофон она позволила лишь своему приверженцу Добриянову. В 1974-м, именно в этом году, Елена Тошева приехала в Петрич снимать фильм о Ванге. С предложением сделать эту картину к Тошевой обратились болгарские ученые.
Ко мне пришел профессор Шипковенский и предложил сделать фильм о Ванге. В то время эта тема была очень популярна. О паранормальных явлениях. Ванга поначалу категорически отказывалась. Ее невозможно было уговорить. Пришлось обратиться к руководителям государства. Действительно, вы ученый, у вас есть некий сверхчеловек. И, внимание, вы его не изучаете, вы заказываете про него ангажированное кинцо. Забавные ученые. А теперь, дамы и господа, то, чего вы так ждали. Урок пикапа от Ванги. Ответ, который дала провидица, потряс посетителя. «Твой смысл жизни, — сказала Ванга, — быть моим мужем». Тогда икона мне подсказала. Вот, муж твой идет. Впоследствии, правда, детей у них не было, и Димитр спился. Ну а что, его можно понять, взять и повестись на такую убогую манипуляцию. Ладно, с предсказаниями у Ванги явно что-то не так, даже на мужа нормального не наясновидела. Но чем же объясняется эта ангажированная популярность? Все очень просто. СМИ и личные свидетельства. Для многих людей факт того, что Ванга рассказала что-либо об их жизни, являлся решающим. Причем даже ее промахи недобросовестные журналисты превращают в попадание. К примеру, случай, когда она говорит человеку обратиться за медицинской помощью, трактуется ими как чудо. А случай, когда человек умирает через год после встречи с Вангой, превращается уже в нежелание огорчать человека. Да, двойные стандарты они такие. На деле, все ее мистические пересказы жизненного цикла людей вполне успешно объясняются методиками холодного и горячего чтения. По крайней мере, на кадрах полно случаев, где она не говорит ничего принципиально нового, повторяя лишь информацию, известную от самого человека. Например, свидетельство Бехтеревой, хоть и помешанной на том, что сейчас называется идеями New Age, сверхспособностях мозга, сознания и прочем мусоре, не выдерживающем никакой проверки. Но несмотря на эту предвзятость, даже она допускает некоторые поблажки нашей пророчицы. Это интервью в передачах НТВ по каким-то причинам обрезано. Возможно, не хотят смущать паству. Это опять же мозг, и мне надо было посмотреть возможности мозга. Перед домиком Ванги, перед оградой стояло большое количество людей. Ванга закричала мне, что «Наталья, ты приехала, я вижу», хотя ничего не видит. Как вы понимаете, обрезается оно до этой фразы. Не прячься за мужчину. Я ни за кого не пряталась, я просто не подходила близко к забору. Подходи к забору. Вот. Но ей могли сказать. Она откинулась и начала мне называть имена. Вот. И вот такой есть, я говорю, нет. Ну а что же касается методик горячего чтения, получения информации о человеке заранее, то по всей видимости Ванге помогали как специальные службы Болгарии, так и свои информаторы. И это уж куда более вероятно и подкреплено, чем контакты маразматичной старушки, умеющей нарушать законы физики с некими сверхъестественными силами. Например, член комиссии по борьбе с лженаукой Юрий Горный описывает, как он проверял Вангу, проинструктировав знакомого журналиста о поведении и вопросах, которые следует задавать. Приехав в Болгарию, журналист узнал, что попадет к Ванге лишь через неделю, а эту неделю он пользовался гостеприимством людей, организующих встречу с Вангой. Так вот, среди прочего, Горный порекомендовал журналисту при приглашении того в баню заклеить мошонку пластырем и уклончиво отвечать на вопросы об этом. Как вы думаете, какое пророчество приготовила Ванга для нашего героического разоблачителя? Правильно, серьезные проблемы с репродуктивными органами. Также в своем интервью подполковник КГБ Евгений Сергеенко подтвердил, цитата: «Что касается Ванги, то могу сказать, что часто она ошибалась. Но это было не принято разглашать, потому что Ванга была для нас способом добычи информации. К таким целителям, как Ванга, направляли людей самого высокого полета».
Как мы видим, для продвижения болгарского чуда существовали все условия. От гигантских очередей на прием, в которых люди уж точно не стояли молча, до серьезной обработки известных людей. А если не забывать, что ее посещали самые известные артисты, мыслители и политики, на которых она вполне успешно оказывала давление, добывала информацию и приносила прибыль казне государства. Цена билетика к Ванге для граждан западных государств была $50, а для своих граждан 10 левов. От желающих не было отбоя, и становится понятно, что карманное ясновидящее – это очень выгодное мифотворчество в рамках государства. Именно поэтому с 1967 года она числилась государственной служащей, со своей зарплатой и охраной. Применение методик горячего чтения, кстати, объяснит ее показушное негодование о подсовывании ей людей вне очереди. Никто со мной не считается. Так дело не пойдет. Кто ты такой? Да и ни для кого не секрет, что под контролем органов госбезопасности Ванга находилась всегда. Как при Живкове, так и после его ареста в 90-м году. Еще один забавный факт. Вангу уже очень хорошо знали в семье Живковых. Дочь болгарского генсека Людмила была ее лучшей подругой. В те годы она занимала пост министра культуры и входила в политбюро болгарской компартии. У Людмилы было тайное увлечение – мистика и оккультизм. О какой вообще объективности в таких условиях и с такими связями может идти речь? Вообще, самый главный ляп, на котором изыблется вся эта мишура с образом великой провидицы – это личные свидетельства. А как мы знаем, они не могут служить убедительными доказательствами из-за когнитивных ошибок, ложных воспоминаний и предубеждений, не говоря уже об откровенной лжи. Если же для вас личные свидетельства могут служить убедительными доказательствами экстраординарных способностей, то добро пожаловать в страну эльфов к жертвам похищения инопланетян, рептилоидов, людей, переживших свои предыдущие инкарнации, и невидимых единорогов. Куда же без них? Конечно, признание того, что человек ограничен в своем восприятии, того, что наши способности не выходят за некие сверхъестественные пределы. Признание несовершенства нашей памяти бьет по самолюбию и заставляет пошатнуться уютный антропоцентричный мирок. Но реальность куда прекраснее, чем все это мистическое конфетти. Если вы хотите делать прогнозы, отличающиеся по своей достоверности от случайного угадывания, изучайте аналитику и теорию вероятностей, делайте обоснованные выводы, опираясь на доказательную базу, и смело шлите куда подальше всех ясновидящих, пророков, астрологов и прочих жителей страны эльфов с их говорящими иконами, туманными фразами и желанием поживиться на чужой доверчивости. «Твой смысл жизни, — сказала Ванга, — быть моим мужем». Главное, не забудьте также облизнуться.